Добрый день, уважаемые слушатели! Вас приветствует канал Эзотерика для тебя. И сегодня мы с вами поговорим о том, как стать богатым, зная свое денежное число. В имени и дате рождения любого человека закодирована информация о его жизни. Ведь каждый из нас приходит на Землю в определенный момент и выбирает себе свою судьбу не случайно. Но, к сожалению, люди не имеют шпаргалки, которая подсказала бы, что именно зашифровано в их именах и датах рождения. Специалисты в области нумерологии разработали систему, подсказывающую, как рассчитать число богатства, взяв за основу исходные данные. Вычислив эту цифру, можно привлечь денежную фортуну, поправить финансовое положение, стать везучим в материальном плане человеком. А те, кто сможет умело применять число в своей жизни, могут даже разбогатеть. Кто-то выигрывает в лотерею, кто-то неожиданно получит наследство, а некоторые просто найдут крупную сумму денег. Чтобы финансовый успех не покидал вас, важно задействовать свой денежный код в повседневности и в периоды важных событий. Например, при выборе номера телефона, количество каких-нибудь покупаемых предметов или места в салоне самолета. Особое внимание рекомендуется обратить на характеристики числа, которые представлены будут ниже. Они помогут максимально эффективно использовать возможности цифры богатства. Итак, производим расчеты. Вам понадобится вычислить цифру своего имени и даты рождения. Для этого воспользуйтесь схемой чисел, к каждому из которых относится та или иная буква. И вы видите на экране, к чему относятся, какие буквы относятся к цифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Все цифры вашего имени сложите, доведя до однократного числа. Затем вычислите сумму даты вашего рождения. Здесь также должно получиться однократное число. Далее сложите обе цифры, чтобы в итоге вышло однократное число. Давайте рассмотрим пример. Например, Анна родилась 7 мая 1996 года. Имя помним с таблички. Получается 12. Дата рождения получается 37. Первое число, то есть цифра 12, мы 1 прибавляем 2. Получается 3. Второе число у нас было 37. 3 плюс 7 – 10. Но мы помним, мы должны привести к однозначному числу, поэтому единичка плюс 0 получается 1. Затем складываем два числа. 3 плюс 1 получается 4. Таким образом, денежным кодом для Анны будет являться четверка. А теперь поговорим об описании чисел. Если вы посчитали и у вас получилась единичка, то деньги поступают к вам благодаря знаниям, личному опыту и независимым проектам. Важно, чтобы вы могли работать самостоятельно, независимо от других. Главное иметь творческую свободу, новые идеи. Отличным вариантом станет организация собственного бизнеса. Если у вас получилась цифра 2, Вселенная будет наделять вас финансовым успехом в зависимости от масштаба ваших проектов. Чем большему числу людей ваша задумка приносит пользу, тем мощнее денежная энергия, поступающая из космоса. Соответственно, тем лучше и ваше материальное состояние. На первом плане для вас должно всегда стоять духовное саморазвитие. Если у вас получилась цифра 3, для стабилизации и улучшения финансового положения вам рекомендуется заниматься работой, связанной с развлечениями, улучшением качества досуга окружающих. Это может быть организация праздничных мероприятий, составление композиций из цветов или ресторанный бизнес. Важно, чтобы деятельность была интересной и активной. Если получилась цифра 4, этот код говорит, что в жизни вам не придется страдать от безденежья. Материальные средства, пусть и не особо крупные суммы, всегда у вас будут. Количество финансов зависит от выбранных вами источников дохода. Наиболее подходящим из них является работа,
связанное с основательными и долгосрочными проектами, например, строительство жилых комплексов или получение патента на производство какого-либо товара. Если получилась цифра 5, чтобы разбогатеть, вам нужно уметь работать в команде, понимать, с кем можно сотрудничать, заключая взаимовыгодные контракты. Также важны знания, мудрость и житейский опыт, которыми вы наделены от природы. Для вас лучше всего подходит работа, связанная с дальними поездками, риском, новаторскими идеями, экспериментами и приключениями. Если цифра 6. Данная цифра буквально кричит, что деньги липнут к вам, а ценности лежат прямо под ногами. Приоритетной задачей для вас является умение вовремя выявить местонахождение финансов. Желательно иметь несколько источников дохода, которые связаны с общением и предоставлением информации. Развивайте и проявляйте наблюдательность. Тогда крупные суммы денег будут постоянно жить в вашем кошельке. Если получилась цифра 7, код говорит, что для обладания внушительными капиталами вам необходимо свое некоммерческое дело. Посвятите себя творческому поиску. Вы невероятно талантливы, поэтому продукты творческой деятельности способны подарить вам небывалый финансовый успех, который напрямую будет зависеть от ваших профессиональных навыков. Если получилась цифра 8, люди с этим кодом являются настоящими магнитами для финансов. Восьмерка – самое денежное число, но для обретения богатства есть условия. Важно уметь правильно распределять свои доходы и бережно относиться к деньгам в целом. Иначе фортуна может отвернуться. Вам нужно действовать уверенно и спокойно, не превращая деньги в своего идола. Если получилась цифра 9. Цифра 9 – это код риска, который может быть полностью оправдан. Человек с этой цифрой в виде денежного числа может стать богачом или же потерять все. Цифра 9 – это цифра крайностей. Она может не только дать много, но и сделать человека нищим. Во избежание финансовых потерь следует периодически совершать благородные поступки, принимать и отдавать деньги с легким сердцем, заниматься личностным развитием. Правильно используя свой код богатства, вы сможете преуспеть в сфере финансов. Денежное число позволит усилить собственную денежную энергетику, крепко встать на ноги и всегда быть уверенным в завтрашнем дне. С вами был канал Эзотерика для тебя. Встретимся в следующих эфирах.